Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад, что было, что будет, что в доме, что в дороге, что на пороге. Что и на сердце, конечно, тоже мы с вами узнаем. Такой расклад иногда называют цыганским. Самые простые вопросы он объединяет. Вот давайте с вами узнаем, как карты видят, с кем готовы говорить. Поэтому что было, что есть сейчас. Мы обязательно достанем такие карты, чтобы и вы могли определиться, и такая своеобразная сигнификация произошла. И именно для этих целей я решила использовать колоду карт «78 дверей». Открыты двери или закрыты? Вот вы, глядя на карту, можете сразу провести аналогию, правда, насколько какое-то событие откликается с метафорой карты или перекликается, точнее. Были какие-то для вас двери закрыты или открыты, как вы это воспринимали. И позже мы дополним на колоде святого провидца то, что будет развиваться, что будет дальше в вашей жизни. Итак, давайте будем узнавать, кто же вы, что о вашей жизни расскажут карты, какую историю нам готовы продолжать карты и что будет, о чем будут нам повествовать в целом карты в этом раскладе, какую историю и в каком ключе мы можем продолжить. Итак, кто же вы? Как карты видят вас, что у вас было? А вот, в принципе, победа какая-то была. Может быть, и подарок был. Может быть, и подарки, почему нет? Было взаимодействие, всегда это карта победителя. Явно вы очень ресурсный человек. Здесь не скажешь, что ну, вы как сидите и ждете с моря погоды, но вы сами сделали что-то очень хорошо. Может быть, это касается какого-то рабочего проекта, пусть личного творчества, у кого-то бизнес, у кого-то это могли быть вопросы взаимоотношений. О чем нам говорит карта? Ведь эта карта, мы именно смотрим прошлое. Были у вас какие-то победы? Были у вас и радости? Был тот период жизни, когда более чем все стабильно. Это мы словно, да, вот есть такая фраза в русском языке, как на коне. И что же было? Вы знаете, вы могли, ну, как сделать ставку, понадеяться на какого-то человека в свое время, и вам, вот у кого-то будет именно так. Может быть, это будет связано с личной жизнью. Была и помощь, была и поддержка, было и взаимодействие, были и планы радужные, очень даже. Но потом все куда-то исчезло. Вот именно исчезло, потому что вы могли столкнуться с каким-то человеком или, мои дорогие, переложим эти карты на историю, которая, к примеру, с документами связана. В вашей жизни, может быть, был какой-то вот момент, период, когда вы, вот эта ресурсность, вот эти возможности или возможность сама по себе оформить какую-то важную бумагу, решить какой-то вопрос, и вы за это дело взялись, может быть, и были с персоной, которые вам что-то обещали или обещали содействие, но оно тоже все сошло к какому-то нулю. Все закончилось так или иначе. У кого-то в сфере личной жизни, у кого-то работа, а у кого-то именно, может быть, важные бумаги, какие-то согласования. Как будто мы не на того понадеялись, вот не на того сделали ставку. Что было? И, скорее всего, мы как будто оказались в изоляции, пытались пробить, да, вот как этот могучий кентавр пытается пробить вот эти врата. Но мы опять же из будущего, хотя карта говорит, что это бесполезно сразу. Но мы-то этого не видели, мои дорогие. И предыдущая карта, часто по шкупках я говорю, незрелость, незрелость человека, незрелость, это знаете как, пусть даже конкретный вопрос, он еще не сформулирован. Или пусть вам и обещали что-то, или, может быть, даже какие-то официальные лица, но, значит, они не владели достаточным объемом информации. Поэтому оно все равно как-то не подошло к тому итогу, который вы предвосхищали. Все было бессмысленно, мои дорогие. Это, как, знаете, энергия в никуда, в пустоту, что было. Ну и, скорее всего, мы остались один на один, ну, с тем, что есть. Вам пришлось принять какую-то реальность и словно начать все заново. И по нулевому аркану, вот здесь у каждого по-разному, потому что тем более старший аркан. У кого-то это будут именно внешние события, знаю, меня смотрят
люди, где сейчас идет война. Ну что ты тут скажешь, правда? Тут вообще все разрушилось. И приходится принимать то, что ты выстраивал. У тебя был дом, у тебя была семья. Это все вообще перевернулось. Вот как небо и земля поменялись местами, да? Если мы говорим земля, вот как словно над головой бетонная плита. Небо как будто рухнуло. А под ногами именно какой-то воздух, как невесомость. И мы не можем понять, а вообще что делать, как такое может быть. И вот у кого-то именно, повторюсь, внешней истории. Но, кстати, у кого-то даже по документам может быть, ну, вот такой конфуз, когда, допустим, закон предполагает, да, что можно это сделать, а к этому закону тысячи подзаконных актов. И поэтому получается, что, с одной стороны, вроде бы, да, есть возможность, и многие это сделали, допустим, или оформили, решили какой-то вопрос, но на вас вот как камень преткновения, на вас именно, может быть, из-за каких-то условий или условностей, или еще каких-то интересов, может быть, третьих лиц. Но вот у вас это не получается сделать. И тогда все равно нам приходится принять какую-то реальность. Это как жизнь с чистого листа. Конечно, эта карта даже может говорить о том, что вы себя как восстановили, как будто из руин подняли, да? Дошли, тем не менее. Это как вот были в отрицательных числах, а дошли к какому-то равновесию, тем не менее. Пусть это даже нулевой аркан, но ведь по этой карте идет оптимизм. Или когда после сложной какой-то истории все же физические силы восстанавливаются постепенно. Или мы сами, ну, шаг за шагом адаптируемся. Так что же еще было? Ну, наверное, все то, что я долго говорила, карта где-то подводит к итогу, но пришлось принять, что да, прошлое мы не вернем. 13-й аркан. И, в принципе, вот если мы говорим, открытые двери или закрытые, паж кубков, с лозой человек, хотя хотела сказать молодой человек, паж, хотя нам изображен вовсе не молодой, а уже достаточно зрелый, который просто теряет время даром. С лозой ходит, ищет воду. Колода современная. Кто смотрит мои расклады давно, знает, я часто об этом говорю. Она создавалась уже в то время, когда миллионы способов, ну, тысячи, так это точно, как найти воду, добыть ее и уже, можно сказать, принять ванну или душ, а не искать ее с лозой. Поэтому вот какой-то незрелый вопрос, то есть в данном случае это, знаете, как бы и не было закрытых дверей, да, пространства. Но мы ставку, как я говорила, сделали не на того, или не на то. Мы вовремя как-то не очень правильно оценили реальность. А потом, да, пытались, может быть, с кем-то возражать, пытались доказывать свою правоту, но в итоге мы понимаем, ну нет, ну так не будет. Может быть, у кого-то даже получилось по рыцарю мечей, словно пробить эти врата. И ведь карта говорит, да, возможно, ты пробьешь, но то, что ты увидишь, оно тебя вряд ли обрадует. Вот такой момент. Мы именно по этой карте ищем правду, истину, и мы ее находим. Может быть, тем или иным путем вы и начали уже искать сами какую-то правду, истину, пытаясь разобраться в каком-то вопросе. Это вам помогло восстановить отчасти силы, но и так или иначе подвело, знаете, как к внутреннему какому-то итогу, когда мы понимаем, ну все, вот есть, наверное, в моей жизни периоды, которые до были, и вот теперь после. Тут нужно, ну, вообще себя перестроить на какой-то новый лад. Так что же еще было после 13-го аркана, да, как будто по восьмерке жезлов пришлось ключики подбирать к людям. Кто-то, может быть, оказался где-то очень далеко, когда люди говорили на других языках, да, все-таки, увы, такое есть, вынужден был переехать, адаптироваться. И, может быть, мы долго, да, находились в таком состоянии по восьмерке жезлов, когда нам-то хочется быстрее что-то сделать, а мы не можем, потому что мы не знаем законы, мы не знаем язык, мы не знаем, как разовьется какая-то ситуация. Но вот это было. Но для кого-то из вас, мои дорогие, вот у нас заканчивается вроде вот этот вот именно первый ряд. Сначала 13 аркан, а потом восьмерка жезлов. Поэтому у кого-то из вас по прошлой истории возвращается как какое-то дежавю или какая-то возможность, и вам кажется, эх, я сейчас попробую еще раз. Может быть, это документы, работа, приглашение заново на работу или
Пусть это даже отношения какие-то, да, с конкретным человеком. Но тут могла к тому моменту, когда вы уже демаркационную линию, может быть, и провели, но внутренне вы все равно думали об этой ситуации, об этом человеке, о том, ну, не смогли вы, ведь все-таки у нас изображен человек, который не может выйти, врата открыты, выйти он не может. Песочные часы нам снова говорят в руках человека о том, что терял ты время, но вот, видимо, еще не все аккорды какой-то истории вы сыграли, чтобы можно было расставить все точки над «и». Так вот, для кого-то как будто возобновление, возобновление самой по себе возможности, и вы начали искать заново какие-то ключи. А вот теперь мы с вами перейдем, и вы ведь ресурсный человек. Вы, правда, мои дорогие, без обид, потеряли много времени. И это было именно потому, что, знаете, мы часто теряем время, ну так в общем скажем, потому что, ну, в вашем понимании есть то, что принято, а то, что не принято. И часто попадают под такую молотилку люди искренние, честные, которые сами не поступят как-то нехорошо, когда вы боитесь, может быть, даже сделать кому-то боль. А вот для вас никто не боится. И, видимо, может быть, это как карма, но будем говорить, вам нужно делать вывод, что мне нужно научиться сохранять самую себя. При этом правильно провзаимодействовать. Может быть, научиться делить людей на те, которые в моей жизни на какой-то короткий период времени, и неважно, что там обещают, и на тех, которые готовы меня искренне сопровождать, а не быть со мной на время. Так вот, что же вот по этой ситуации у вас происходит прямо сейчас? Но опять какая-то заминка, пауза. Вы, да, вроде начали принимать какие-то решения, искать вопросы, механизмы, да, как решить какую-то тему, задачу. А в итоге мы все равно как будто оказались в изоляции за стеклянной дверью. И тем не менее, вот понимаете, видимо, для вас последний аккорд, он именно таким и является. Десятка жезлов– это карта усталости. Мы устали. И вы устали, мои дорогие. И тут неизбежно нам придется себя именно перестраивать. Ведь этот человек, он попросту, ну, может быть, вот пока он дошел до этой двери, все двери, они открывались как бы от себя, да. Он просто шел, шел, толкая в дверь, открывал следующую, оказывался в новом коридоре судьбы, потом дальше подходил к следующим дверям, опять же он открывал ее вот именно толчком от себя. Ну, вот это такая аллегория. Посмотрите на карту. И, наконец, вот в самый последний момент, перед самым выходом, когда он уже, там ведь темнота за его спиной, и он уже практически вышел к свету, он не может открыть дверь. Почему? Опять же нам про какой-то шаблон. Дверь открывается иначе. Ее нужно просто легко потянуть на себя. Вот вам нужно выйти из какого-то туманного коридора, из какой-то, пусть это даже у кого-то буквально лабиринт, а у кого-то это просто, знаете, долгий период темноты, мрака какого-то или ожидания, может быть и так. Но, тем не менее, видимо, нам нужно изменить свое представление, как открываются двери или как мы будем договариваться, что мы будем дальше делать, как мы будем работать, у кого-то так, или как мы будем строить отношения. Вот вы сейчас, это буквально первая карта, которая нам говорит прямо сейчас. Но здесь еще и такой момент. Прямо сейчас вы включились в каких-то множество вопросов, из-за которых вы света белого не видите, буквально карта усталости. Я часто об этом говорю. А как говорили древние китайцы, уставшие люди делают ошибки. Вот и срабатывает этот шаблон. Почему все так произошло? Поэтому нам придется менять эти методы. Мы как будто от этого не уйдем. И что же у вас сейчас? Вы все-таки остаетесь ресурсными людьми. Посмотрите, нам снова говорят, еще одна шестерка, шестерка пентаклей, а, как будто переходит в шестерку жезлов. Да, любая 6– это победа, но это победитель. Это вот теперь вам нужно приступить как новому жизненному этапу, когда все-таки эти двери вы откроете. Может быть, карта говорит, что если ты правильно распределишь сейчас силы, вот у вас есть какая-то тема, в которой
у вас получится достаточно быстро прогресс. Что-то вы тут можете резко буквально изменить, мои дорогие. Вот прямо сейчас. Может быть, и а, есть еще, как знаете, надежды какие-то. Или, ну, тут не совсем эта карта про надежды. И первая карта тут, наоборот, не про надежды. Но, значит, все же как будто есть у вас те ресурсы, которые вот сейчас требуют максимального приложения ваших сил, времени, но внимания. И тогда вы благодаря самим себе сделаете какой-то прорыв. Жезлы, может быть, буквально карта говорит о работе и о том, откуда к вам приходят деньги, или о какой-то активности. У кого-то из вас аркан правосудия, придется договариваться, придется словно, может быть, даже у кого-то по закону, правда, документ не получили, или не смогли решить какой-то свой вопрос. Тут на 100% карты все об этом говорят. Если ты будешь действовать как прежде, ты ничего не добьешься. Вот у кого сейчас вот это дежавю с поиском ключиков, да, проходит? Нет, тут, понимаете, как интересная дверь, которая такая, знаете, вибрирующая. С одной стороны, нам нужно потянуть на себя, да, то есть какой-то метод нам нужно изменить, но именно после этого мы сами откроем дверь и попадем как будто именно туда, куда мы устремились. У нас получится по шестерке жезлов с чем-то разобраться или какой-то вопрос. Но это дипломатия, может быть, да? Если мы говорим, двери как будто разные, так и люди тоже разные. И нам аркан говорит, дверь закрыта, да, в карте правосудия. Но она откроется сама, когда сумеют люди договориться. Что прямо сейчас? Хочется подвести к основному выводу, что, знаете, это как задача такая, если хотите. Стать магом и волшебником. Я не шучу, мои дорогие. Правда, туз жезлов, обратите внимание. Тут вопрос даже, я бы не сказала, что поставить поначалу, если вы сейчас думаете, что у меня какая-то финансовая ситуация очень сложная. Первая карта шестерка пентаклей, или как будто все рухнуло, 13-й аркан, именно какая-то финансовая брешь. Тут надо именно поставить, знаете, такой вопрос, а каким образом вы вообще можете сами себе помочь, как вы можете зарабатывать, что в ваших силах сейчас сделать. У нас ведь вот этот маг, обратите внимание, босиком стоит. Как будто тут не материализм важен, а именно какая-то идея. Или когда мы, может быть, где-то и сами с собой вот так вот договариваемся. В каком плане? Ну, где-то даем себе отдых, не без этого, чтобы не сделать какую-то ошибку. Нам нужно все-таки отойти от какого-то шаблона. Но и еще по шестерке-то жезлов какая-то победа вам предстоит. Это еще не последний какой-то реванш. Или вам, знаете, предстоит еще, может быть, очень короткий, я тут вижу, период, когда вы поймете, что для вас целесообразно, а что точно, как будто туда идти не нужно. Может быть, это и будет связано с тем, что вам придется с кем-то договариваясь, принимать компромиссы. Именно компромиссы, как будто себя подвинуть, свой интерес. Но вот именно не интерес материальный на первом месте, а идея. И этим самым, как вот этот маг-волшебник, пассами он открывает закрытые двери. Кодовое слово знает, да? Какой-то ключ, может быть, словесный. Вот вам именно договариваться через слово, через какие-то, ну, такие добрые жесты вам все-таки придется. Это прямо сейчас. Не должно быть конфронтации, вам выздороветь надо. Может быть, и может быть для кого-то из вас прояснить ситуацию с адвокатом, с юристом. Какой-то вопрос, может быть, вам придется решать в высоких инстанциях. Или у кого-то, я такое допускаю, может быть, и по здоровью. Всегда по королю мечей это те люди у нас проходят, которые узкие специалисты. И здесь у каждого по-своему. Иногда это может быть специалист, который у нас дома что-то как ремонт делает, да, и он знает, как максимально хорошо, правильно и лучше, и быстрее. Или это любой другой специалист. Иногда по этой карте идут люди в погонах. Может быть, это как, но все равно вам договариваться с кем-то придется. Или принять во внимание, что есть, опять же, какая-то буква закона, или есть какое-то положение, или есть то, что принято даже, да, мы не сможем это как-то переломить, перестроить. Это та
константа, которую мы не меняем, но нам приходит время именно выздороветь. Как будто встать, да? Вот нам человек, он болен показан. И вот посмотрите, доктор зашел, а дверь оставил открытую. Как будто приглашая, пора уже завершать что-то. Но, может быть, для кого-то из вас это будет человек конкретный. Опять же, как и я объяснила, какие это персоны могут быть, но если личная жизнь, иногда это люди, ну, это достаточно ресурсные люди, много знающие люди, интеллектуалы, мои дорогие, люди интересные, но они сами по себе. И, может быть, буквально по знакам это у нас близнецы, весы, водолей, или человек, имеющий там асцендент. И что же прямо сейчас заключительная карта? Ну вот да, есть, тем не менее, какая-то возможность по колесу фортуны выйти из какого-то жизненного тупика. Вот посмотрите, как интересно карты, да, ложатся. Отдохнуть и как будто видоизменить себя, условно походку, да, изменить, методы изменить. И это вы уже будете видеть сразу. Вот как только вы на что-то решитесь, то вы будете сразу видеть, что вы как на правильном пути. Может быть, следом и придется с кем-то договариваться, или держать нейтралитет, или, как я сказала, ну вот подвинуться, я имею в виду, когда мы не безапелляционные, когда мы рассматриваем компромиссы. И для вас этот компромисс будет окончательным свидетельством того, что вы себе скажете, что да, я если захочу, я могу все. Мне просто нужно изменить метод. И, может быть, и правда, часть вопросов как будто вы сами пересмотрите. Может быть, вы от чего-то и откажетесь сами, или, глядя на какую-то реальность, тем не менее, вы сможете что-то осуществить. В каком контексте? Сказать сложно, потому что тут же у нас подключается колесо фортуны. Здесь будут внешние какие-то события, мои дорогие, которые так или иначе вам придется учитывать. И будьте готовы к тому, что эта возможность придет как-то совершенно неожиданно. И неожиданно имеется в виду кризис этой возможности. Все карты нам об этом. Поэтому если мы себя как бы не перестроим, то отдадим свою судьбу на волю случая. Решиться, может быть, надо вам будет на что-то. Ладно, давайте теперь будем смотреть. Так что же будет дальше в вашей жизни? Так вот в целом посмотрим на колоде святого провидца. Что же будет дальше в вашей жизни? Как карты видят. Ну, вот какое-то искаженное восприятие, оно присутствует в вас, и поэтому нужно открыть глаза, да, вот что будет дальше. Карта, когда мы что-то себе надумали. Может быть, карта говорит о том, что, ну, это, знаете, как долгий такой путь. Вроде и победы, одна победа, вторая победа, потом снова что-то, неопределенность или какой-то тупик. Ну вот, видимо, даже если этих этапов в жизни много, открыть глаза – это основная задача. Так или иначе, по девятке мечей не должно быть каких-то иллюзий, но точно так же не должно быть страхов. Вам страхи мешают, мои дорогие, это конкретно. По двойке мечей, ну, две карты нам, обратите внимание, именно в этой колоде глаза завязаны, а здесь глаза закрыты. Тут мы их сами себе как будто закрыли. А здесь девушка вот в этой повязке, много информации у вас будет, и вам нужно видеть, именно оттолкнуться от реалий, а не от того, что вам говорят или транслируют. Ну и у нас с вами период такой, что мы можем слышать ту информацию, которая, может быть, нам даже приятна, но по факту это будет ложное что-то. Снова нам говорят, договариваться придется, аркан влюбленный. Сепарация – это только иллюзия. Какой-то вопрос, он как будто имеет место быть или он будет разрешен. Но, мои дорогие, как-то не совсем, как вы это себе сейчас предполагаете. И вы окажетесь на выборе. У кого-то этот выбор будет касаться именно человека. И, может быть, это когда вы даже, ну, где-то оставите какие-то свои доказательства. Ведь, опять же, сепарация – это иллюзия. Мы не настаиваем на своем, потому что понимаем, что от этого и толку никакого. Ну да, какая-то история будет идти в затяжку. И толку никакого. Но и, в принципе, если даже я никому ничего не докажу, что я потеряю. Вот вы научитесь мыслить как будто по-другому. Может быть, вы эти выводы и будете, мои дорогие, делать. Вот еще один 13-й старший аркан. Правда, вот у вас жизнь, знаете,
Есть такие люди, которые за одну жизнь переживают несколько жизненных этапов. Вот когда дошел до какого-то такого барьера, да, и он означал максимум, а после этого как рушится все и начинается все сначала. Вот даже я с первых карт где-то об этом говорила, и вот то, что мы с вами видим в продолжении, вот какую-то такую сложную историю нам рассказывают карты. Так что же будет дальше? Ну, я не могу сказать по всем этим картам, что буквально дальше будет какой-то прорыв или будет сразу прояснение какого-то вопроса. Нет, мои дорогие, тут придется держать баланс. Тут дважды придется держать баланс, потому что какие-то тысячи неопределенностей. Более того, по аркану Луна себя еще и беречь придется. Поэтому о себе много не рассказываем. И пусть не в этой колоде, а в других колодах Луна. Я часто напоминаю, вот представьте себе, Луна. Вот я сейчас достану, не, о, она прям как готова, вот надо же как. Правда, тут смотрите, если мы начнем так с одна колода смотреть, раз уж так откликнулась, как будто карта приглашает, а ты посмотри, что за мной. Какая-то история. Вот тут какая-то история. По шестерке кубков. Это знакомые люди, знакомые истории. Но карта ностальгия. Что-то нас не отпускает. Нам приятно о чем-то думать. Когда-то мы были счастливы. Когда-то было взаимодействие, была синхронность. Может быть, даже с каким-то человеком, который достаточно, правда, ресурсный. Может быть, у кого-то была семья, вот я где-то об этом говорила. Вы знаете, вы правда не на того понадеялись, мои дорогие. За спиной у человека или, может быть, не обязательно это личной жизни касается, может быть, это касается какой-то, ну, взаимосвязи, может быть, работы, или когда вам тоже что-то обещали. Может быть, это вы возлагали надежды даже на конкретную работу или на какое-то конкретное продвижение. Но нет, вы не видели именно что либо задумал человек, либо как какая-то прооснова создавшейся ситуации. А там уже было предрешено все. Там уже были какие-то правильные выводы либо людьми сделаны, либо, пусть это даже внешняя обстановка, а вы на нее тоже не влияли. Она уже имеет свое начало и продолжение. Она как программу свою имеет, понимаете? Вот эта программа, когда, ну вот где-то нам и говорят, что, смотрите, было и солнце, да, были и доходы буквально, было финансовое благополучие. Были предпосылки, кстати, к этому, мои дорогие. Были, что-то отдаленно напоминало об этой истории. Да, тут правда, где-то вы закрыли на что-то глаза, тогда, когда их надо было открыть. И поэтому, как будто еще не все гештальты закрыты, вот это, наверное, и есть такой последний гештальт, да, вот очень так гладко легли карты, я имею в виду логически, да, гладко, потому что вот посмотрите, как будто тут вот эта карта, я часто говорю, словно какая-то история. Нам хотят что-то либо продемонстрировать, либо когда мы сами, может быть, тоже хотим, ну, думаем или надеемся, что авось минет, или авось пронесет, или, ну, как-то там оно решится. Но это очень зыбко и непонятно. Хотя, в принципе, интуиция могла давать подсказки. Но на тот момент у нас было, посмотрите, и Солнце– это карта эго, это наше внутреннее убеждение в чем-то абсолютно точное. И, к этому, да все хорошо по девятке пентаклей. И дом, и финансы, и здесь вообще какая-то стабильность. Вот. Но в какой-то момент там говорили, что, может быть, по королеве пентаклей здесь, это и дом, и дети, и, будем говорить, семья буквально. Или для кого-то бизнес, мои дорогие. Вот, может быть, потому что по королеве пентаклей, это те люди идут, которые ну, как умеют свой замысел воплотить в жизнь. Ну, это вот личное дело какое-то, творчество, может быть монетизированное. Но, рыцарь жезлов, вдруг внезапно, неожиданно произошло то, что произошло. А на самом деле, и это, может быть, было связано именно по королю Пентаклей с какой-то, но ведь это великий консерватор, может быть, это с системой было связано у кого-то, или с конкретным человеком, или это вот именно по семье, вот как-то так, да? Ладно, много сказала, но надеюсь просто быть правильно понятой. И что же мы в итоге? Вот две карты Луна. Нам придется попасть вот в эту дверь, потому что это совершенно необходимо. Девушка, которая изображена на карте, беременная, она ожидает. И нам придется ожидать, вот мы уже об этом с вами сказали. Что-то быстро не решится.
Может быть, какая-то история, может, это связано с внешними событиями, но пока кульминация не будет достигнута, не будет и какого-то вывода, не будет, знаете, как какого-то заключительного аккорда. И ваша задача не идти в противодействие, а попасть в место безопасности. Не что иное, как Пизанская башня нам изображена, точнее, дверь от этой башни, поэтому она и под наклоном. И кто пробовал когда-нибудь открывать дверь под наклоном, вы знаете, что открыть очень сложно, она как будто не идет. Но, тем не менее, открыть мы это можем. Более того, нет ключей, нет замков, просто ручка. Но нам придется договариваться с хамелеонами. Может быть, вам придется с каким-то человеком конкретно договариваться, будьте к этому готовы. Или рассматривать по закону какие-то нюансы, детали, на что-то явно согласиться. И избегайте толпы, избегайте конфронтации, это точно. Оставайтесь как будто между, вот по этой лунной дорожке. Очень интересно, что будет дальше. Не сказали ведь нам карты, правда, что будет дальше. Давайте разобьем теперь это на несколько позиций и спросим, а что на сердце? Что на сердце у вас? Ну, вы боец, это точно по тройке жезлов. Это те, которые все равно с оптимизмом смотрят в будущее. Опять победы, опять какой-то, вот понимаете, все равно жизненный этап. Вам действительно фортуна помогает. И даже если вам кажется, ну все, вот как все закончилось, уже какой-то даже мой план не сработал, или в очередной раз я как уперся или уперлась в какую-то стену в надежде, что там откроется дверь. Нет там этой двери, да, а дверь она вот какая-то покосившаяся, вот как в этой карте, да, и вообще непонятно, надо мне туда, не надо, я вроде как туда не собиралась, вот как-то так. А собраться как будто нам придется. Но за этим, посмотрите, вот опять же какой-то прорыв. Это у вас на сердце. Ну, может быть, даже пройдя вот таким сложным путем проб и ошибок, у нас какой-то кармический расклад, мои дорогие, получается, правда. Тем не менее, вы все равно будете победителем. Вы, знаете, как птица Феникс. Нужно как будто превратиться в пепел, чтобы из этого пепла заново восстать. Что-то сердце, поэтому на сердце тут будет оптимизм. Опять как будто все с нуля. Боже мой, я вообще, честно говоря, у меня, наверное, среди всех раскладов такой первый. Так вот, чтобы повторялись карты, и чтобы вот нам рассказывали о человеке, который раз за разом преодолевает какие-то, ну, немыслимые сложности. И тем не менее, а, учиться себя сохранять. Как будто грааль какой-то у вас в руках будет. Вот именно на этой карте вот этот предмет — это прообраз грааля. И вот, понимаете, опять же нельзя замечтаться. Девушка наша, как будто прогибаясь назад, хочется ей парить, полета, да. Но держится она за сухой сук, он обломится в любой момент. А вот этот предмет — это самое важное что-то. Мы снова прошляпим, вы понимаете? Потому что, хоть и карта об этом не говорит, но тем не менее, вот нам художник прорисовал какие-то темные, может быть, ну и не темные, но какие-то силы начинают работу, и мы-то этого не видим, понимаете? Мы раньше времени как м, ослабили внимание, или раньше времени думаем, что это какой-то заключительный аккорд, или и теперь уже пойдет все как с чистого листа. Не сглупить, мои дорогие, вот вижу так. Тут вам нужно какую-то победу, правда, растянуть на длительную дистанцию, выбрать правильное направление. Причем не одним днем, а слушая свою интуицию. Вот тут именно где-то я могу сказать, для кого-то из вас это может быть связано с обучением, или обучением чему-либо, или каким-то навыкам. Когда, к примеру, вы сможете работать из любой точки мира, когда вы обретаете именно профессию. За несколько месяцев мы можем обрести профессию, и мы будем востребованы в любой стране мира, где бы мы ни находились, когда мы умеем делать что-то хорошо. Может быть, об этом нам говорят карты. Ты сейчас, тебе нужно подумать, ты откроешь эти двери, тебе придется продолжать. И вот карта звезда — это такой марафонский забег лет на 10, на 20. Может быть, какая-то подготовка по аркану умеренности, она и проходит. Какой-то вот не просто вы проходите или прошли уже, да, вот предыдущий этап, а вам как будто это было совершенно необходимо, чтобы зерна от плевел вы и сами отделили. Иначе вы заново как будто
Как знаете, не сдаете какой-то жизненный экзамен, мои дорогие. И вот теперь, наконец-таки, все-таки нужно сдать. Потому что по аркану звезда, конечно, здесь это может быть у кого-то, кстати, работа через интернет, может быть и обучение какое-то благодаря интернету, или когда вы вообще будете думать, как вы можете, где, в каком контексте применить свои ресурсы. Или для кого-то из вас тема переезда. Необходимо ехать. Может быть, так создастся, как обстоятельства создадутся или какие-то условия, когда мало того, что у нас 2 старших аркана, когда не просто вроде бы вы-то будете ресурсны в этот момент, но что-то вокруг может начать меняться. И если вы оставите, как вы уже когда-то оставили, у нас с этого мы начинали, да? Вспомните первый ряд, о котором мы говорили. Была же тоже победа. Понадеялись не на тех. Начали как будто в двери стучаться, да не те, а вот здесь нужно оттолкнуться и надеяться на самого себя. И видеть не очень так вот узко, в какой-то, ну, такой не широкой траектории или на короткий срок, а задаться вопросом на более таком глобальном, что меня будет питать, что мне будет помогать долгое время. Тут надежность какая-то у вас должна быть. Что на сердце еще? Вот должно быть по справедливости, мои дорогие. И я должна сказать, всегда это причина и следствие. Если вы что-то сделали хорошо, вот смотрите, 3 подряд старших аркана, вам действительно снова, как фортуна, будет помогать, пусть руками других людей, или как предоставляя вам какие-то возможности, все равно как-то изменить свою жизнь. Или выбрать правильный путь какой-то. Это не просто фраза речи. Все же по аркану справедливость мы тоже ведь такой баланс вынуждены выдерживать, да? Опять же проходить какой-то жизненный экзамен. Правосудие — это один и тот же аркан. Опять же нам говорят, что да, это будет такой экзамен жизни. Но для кого-то, если мы прежде сделали что-то не очень хорошо, нам может вернуть на доработку жизнь, какой-то вопрос, и, может быть, нам придется опять заново с кем-то договариваться. Вы понимаете, вы как действительно не все гештальты закрыли. Еще не во всем, может быть, сами разобрались, а у кого-то буквально тема в суде или нерешенные задачи, когда вы должны получить какой-то документ, может быть, и так. С другой-то стороны, карта ведь тоже говорит, ты именно сейчас должен что-то закрыть и, или как с чем-то определиться, и при этом принять во внимание, что твои документы должны быть в порядке. Может быть и так, чтобы ты был в согласии с законом. Вот можем добавить такую очень важную фразу, как совет от карт. Так, и что же у вас на сердце? Вот, видимо, королева жезлов, она умеет правильно работать с информацией, и она умеет правильно распределять деньги. Правильно, видимо, с финансами вам как-то тут придется взаимодействовать. Но мы учимся не просто доверять, а перепроверять по этой карте. Черный кот возле ног королевы, она умеет хранить тайны о себе и людях. И ей больше доверяют, ей несут больше информации, а она правильно ее как бы анализирует, делает какие-то правильные выводы. В итоге вы более информированы становитесь. И в наше время информация, кто владеет, говорят, информацией, тот владеет всем. Поэтому то, что вы слышите, вы не можете просто довериться услышанному, а вам это нужно как-то проанализировать. Работа мысли, работа, ну, буквально вашего разума, она тут совершенно необходима, потому что это будет каким-то образом напрямую оказывать влияние на ваши финансы. Вот примите это к сведению. Мы посмотрели с вами на что на сердце, и тем не менее ни одной любовной карты. А какие-то вопросы, темы, пусть даже взаимоотношения. Но здесь человек превращается в реалиста. Ну, кто знает, может быть, вам именно этого и не хватало, мои дорогие. Давайте узнаем, а что в доме? Вопросы дома. А вам придется, как знаете, свой собственный дом действительно или поменять, или как будто в доме навести порядок. Явно кто-то может, ну, даже может так сложиться обстоятельства, когда придется поменять место жительства. Вот я такое, и куда-то поехать. И это будет именно от того, что и внешние обстоятельства совпадут с тем, что вам надоело, мои дорогие, что в доме. Как-то вы более рационально, может быть, будете относиться
И к деньгам, кстати, и к своим домочадцам есть такой момент, потому что у вас на кону будущее, ведь тройка жезлов всегда карта будущего. Видимо, совершенно необходимо быть в таких безэмоциональных энергиях, потому что, вот как по пятерке чаш я часто говорю словами Клаудио Пинейро: над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Вот вам нужно сейчас в доме словно выбросить какие-то осколки, как избавиться от прошлого. Ну, может быть, и буквально кому-то хлам какой-то убрать. Мы меняем пространство, мои дорогие, а пространство вторично меняет нас. Нам очиститься нужно, вот вам, мои дорогие. И это касается дома. Дом – это святое место, куда мы приходим отдыхать. Это куда мы себя приносим в любом настроении. Когда у нас что-то идет как в гору, да, но и когда у нас период сложный, разочарований, что в доме. По двойке жезлов есть какая-то очень старая история, когда ничего не меняется. Вам даже как будто и в доме-то тоже нужно что-то пересмотреть, что-то придется передумать. А ведь и для кого-то из вас, правда, может быть, это как согласование и договоренности. Но я точно так же допускаю, что, знаете, если мы себе какой-то табу не поставим, то тогда мы от этого выиграем. Может быть, даже так. Вы как в доме что-то, ну, как сделали, совершили, может быть, ремонт или обустроили свое жилье. Увы, мои дорогие, что в доме мы ведь смотрим на будущее. Для кого-то эта карта паш мечей, нам как будто придется, может быть, и куда-то переехать. И сопротивление, да, идет именно потому, что... А почему? Нам здесь привычно, мы именно уже успели что-то в доме, ну, как какой-то создать баланс, какой-то порядок. Для нас уже что-то нормализовалось. И вдруг в какой-то момент это может прийти неожиданная новость, вполне вероятно. И нам придется вот словно пройти над обрывом 2 шага, но, тем не менее, держать опять же баланс. Вот так вот стоя на пальцах, да. Знание – сила, поэтому для кого-то, может быть, нам карта и говорит, тебе могут помогать люди, которые именно владеют знанием закона. Или тебе будут помогать, твои собственные, пусть это даже как настроение или настрой на то, что я себе не хочу сделать плохо. И поэтому, когда мы так скажем, то тогда, даже если какая-то неожиданность нас застаёт врасплох, мы первым делом думаем не как настоять на своем, а как с этим провзаимодействовать. Вот какая-то тема по части вашего дома, да, которую сложно решить. Верховная жрица – карта независимости, мои дорогие. И знание – это та, которая все знает. Кстати, я должна сказать, верховная жрица, как и королева мечей, умеет хранить тайну. Есть какая-то запутанная тема. Может быть, это касается и даже ваших близких, да? Но вот знаете, если у вас сейчас дети, или вы, ну, допустим, в вашей семье, или где-то в паре, да, пусть отношения не оформлены. Вот кто смотрит мой расклад, вот вы ведете как бы свою канву сейчас жизни. На вас могут оглядываться, или от вашего решения будет зависеть какие-то последующие события. От вас есть люди, кто зависит, понимаете? И вам, видимо, поэтому и сложно очень сделать какой-то выбор. Может быть, и вы в какой-то зависимой ситуации, но вам как будто в независимость нужно перейти. Может быть, финансовую стабильность. Или, несмотря на то, что даже в доме будет, ну, какие-то, как перемены, да, вот такое перемены, они тут явно будут. Потому что нам придется принять какую-то правду по пажу мечей и несколько изменить эту траекторию. Но как это сделать? Себя, может быть, и придется уговаривать. Но я вам должна сказать, вы можете оказаться в такой истории, когда нет другого выбора. И значит, надо пробовать тот выбор или выход, который есть. Но каким-то чудесным образом. Может быть, постепенно вы как раз поймете или понимаете, что это было своевременно и необходимо. Какой-то сложный расклад. Ладно, ну давайте мы узнаем. А что в дороге? Нам тут уже где-то показали, что может быть какой-то такой переходный момент, переходный период. Или, правда, какое-то путешествие, вынужденная поездка. Что в дороге?
Вновь шестерка пентаклей, опять же, финансового успеха. У вас дороги и колесо фортуны. Вы знаете, тут для вас вообще не сидеть на месте, я бы сказала. И колесо фортуны, как будто тысячи дорог могут сойтись в одной точке. Да точно. Решиться благодаря, может быть, некоторым контактам, благодаря тому, что вы э, уже будете готовы, да, вот как Паш Мечей я сказала, пройти над этим обрывом, потому что не хотите себе навредить. Вот как только вы измените свое мышление, посмотрите, какая-то ситуация будет для вас в плюс. И это именно через дороги. У кого-то, может быть, это совсем вот недалеко куда-то, а для кого-то из вас может быть и какой-то далекий переезд. Но это сопряжено с какими-то внешними событиями. Может быть, и внешние силы по колесу фортуны словно подталкивают вас к какому-то решению. Но первое, что вы будете решать, финансовый именно вопрос. Потому что 2 карты финансовые. Вы будете стабилизировать как и себя, так и, может быть, отчасти место вашего проживания, пребывания. Может быть, вам придется, кстати, осваивать что-то новое, ухаживать как бы, да, за каким-то своим детищем, потому что по семерке пентаклей здесь может быть и ситуация, когда нам приходится, ну, где-то вот эти деньги или какой-то финансовый прорыв. Вот измените отношение к деньгам тоже. Прорыв это не значит, что до бесконечности, да, но у каждого свое понимание. Семерка пентаклей, когда она выпадает за этими тремя арканами, она наоборот говорит: приготовься к прижимистости, иначе ты опять какой-то экзамен жизни можешь не пройти. Тебе именно нужно будет, ну, сохранять что-то. И потом для кого-то из вас, может быть, даже это в дороге, вы можете, ну, или в какой-то местности прийти к выводу, что правда по тройке пентаклей новые люди, новая команда, новое общение, новое изучение, новые возможности. Кто-то начнет новый проект, кто-то, может быть, и откроет свое личное дело, или это пусть это будет какая-то новая работа. Вам не все будет нравиться, будьте к этому готовы. Мы всегда, видимо, будем зависеть от того желания, когда хочется все бросить и сказать: "Да надоело мне это все, а я ничего делать не буду". Не бездействовать, понимаете? Не получится, потому что где-то я тут вижу бездействие, да, как и раньше могло быть ошибкой, или оно где-то повлекло за собой, ну, может быть, вашу веру, что кто-то придет на помощь, кто-то, может быть, сделает. Или чего бы мне волноваться, когда у меня все стабильно. Здесь нет, тут что-то будет меняться. Ладно, давайте мы так что же там на пороге спросим. Заключительный наш вопрос. Наш прогноз гадания затянулось очень долго. И вот смотрите, четверка мечей, мы складываем оружие, мы ни с кем не спорим, но тем не менее отдохнуть нужно. Ну, потому что мы должны в конце концов вот разобраться с какой-то точкой невозврата. Тройка мечей. Повторюсь, тройка всегда карта будущего. Кто-то спросит, что еще раз вот такое мне пережить? Нет, мои дорогие, обратите внимание, внимательно посмотрите на карту. Это когда-то мы кричали от боли. Девушка наша, она, ну, как будто в таких, именно в темноте, да, на фоне темном изображена. Сердце не болит, оно заштопано, но шрамы останутся навсегда. Нам ну, снова карта говорит, тут у нас четверка чаш, когда мы бездействуем, только что сказала. Четверка мечей– это когда мы приводим мысли в порядок. Это более такой рациональный отдых, но он не должен затянуться. Тут нужно будет делать какой-то основной вывод, чтобы у вас какое-то дежавю закончилось. Без этого как будто не будет прогресса, что на пороге. Закройте в прошлое дверь. Ну вот нечего добавить, десятка мечей. Пока, знаете, в вашей, может быть, ментальности живет какое-то желание или вера какая-то, мои дорогие, мы постоянно будем возвращаться к прошлому, которое, тем не менее, оно уже не повторится. И вот вам аркан императрица говорит об этом же. Надеюсь, я сам на себя всегда говорю по этой карте. Хотя ведь это карта ресурсного человека, мои дорогие. Вот вы действительно, пройдя какой-то очень сложный путь, вы, ну, как тот человек, который, может быть, и по судьбе вот так вот непросто, но вы каждый раз поднимаетесь с колен. Вы умеете свое благополучие отстроить, может быть, даже с нуля. Может быть, знаете, ждет уже сама судьба или карма, тут уже нам об этом не раз говорили, когда же вы какой-то еще гештальт последний закроете
И это будет вот именно закрыть нужно, да. Может быть, вы и думаете: "Я уже все оставила" или "Я уже все завершил". Нет, еще не все. Значит, и скорее всего вы знаете, может быть, вы думаете, какая-то тема, вопрос рассосется или как-то улучшится. Но нет, императрица учится себя сохранять. Эта карта, безусловно, благополучия, нового качества жизни. И вот это что на пороге. Но путь не совсем простой. Есть какая-то, знаете, заноза, которая в вас сидит. И вот вам по части этого нужно сделать окончательный выбор в сторону себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Буду вам искренне рада. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.